Приветствую вас, зрители моего канала. Этот интересный грузовичок разрабатывался тольяттинскими инженерами в конце 70-х, начале 80-х годов и задумался как городской компактный электромобиль для транспортировки габаритных товаров и продукции населению, о чем свидетельствовала надпись на фургоне. Из-за своих габаритов из кожи ТТХ с маленькими лошадьми и получил свое название «Пони». Инженерам ВАЗа пришлось освоить новый вид проектирования для себя техники – электромобилей. К работе над будущим автомобилем были привлечены две группы ВАЗа – дизайнеры бюро электромобилей Центра Стиля и конструкторы бюро проектирования электромобилей. Ими было разработано два автомобиля. Первому автомобилю был присвоен индекс ВАЗ-280201. Он был разработан конструкторами бюро проектирования электромобилей. Он имел раму, кабину и бортовую платформу из алюминиевого сплава. Капот располагался справа от застекленной одноместной водительской кабины с сильно скошенным лобовым стеклом и выступала вперед за пределы колесной базы. ВАЗ-280201 существовал в двух вариантах в виде бортового грузовика и фургона. Второму автомобилю присвоили индекс ВАЗ-280202. Он был создан под руководством Михаила Маркиева в 1980 году. 02 грузовичок был детищем бюро Центра Стиля и уже имел другую, стальную раму, но сделана была ажурной, чтобы сделать ее максимально легкой. Кабина прототипа ВАЗ-280202 имела кубическую форму и огромную площадь остекленения. Одним из самых необычных элементов стали боковые стекла, передние сегменты которых для улучшения обзорности с места водителя занимали почти всю высоту дверного проема. Приборная панель находилась прямо на рулевой колонке, а блок управления расположен между водителем и пассажиром в вертикальной консоли. Руль изначально был сделан прямоугольным, но затем сменили на традиционный. Фары от модели ВАЗ-2105. Силовым же агрегатом служил электродвигатель ПТ-125, который крепился перед передним мостом. Электромотор развивал мощность 25 кВт-час и приводил в действие заднюю ось и позволял разогнать машину до 75 км в час. Остальное пространство колесной базы занимал блок никель-цинковых аккумуляторов 90 НЦ-125 массой 425 кг, которые обеспечивали до 78 км пробега при городском цикле езды, а при скорости 40 км в час 120 км. Позади ведущего моста между двух продольных лонжеронов располагалась запаска. Позади кабины расположена площадка для грузового модуля, где можно было крепить различные надстройки в зависимости от ситуации при помощи 4 защелок. В том же 1980 году были проведены испытания этого автомобиля, где были выявлены ряд недостатков, в том числе его избыточная масса по отношению к возможности электропривода, и было решено заменить стальную раму на алюминиевую. Алюминиевые сплавы и пластмассы применили при изготовлении некоторых узлов и деталей кузова, и в 1981 году ВАЗ-280202 привезли на выставку. В 1984 году этот уникальный в своем роде автомобиль был показан на ВДНХ в 1984 году и на выставке «Автопром-84». Но несмотря на все его достоинства, до серийного производства он не дошел и был затем установлен в музее завода. Но и наработки были использованы при создании другого нового электромобиля ВАЗ-2702. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, пока-пока.